Приветствую, дорогие зрители! Очередной видеовлог посвящен он довольно интересной теме, как построить тренировочный процесс в команде и как, скажем так, объяснять тактики своим тиммейтам. Ну, в общем, все это называется «Как построить тренировочный процесс», вот таким вот словосочетанием. Построить его довольно-таки нелегко, я могу сказать сразу, потому что если вначале ты создаешь команду и у всех есть мотивация там серьезная, чтобы чего-то добиться и достичь, через какое-то время многие ребята, и вы в том числе, как создатель какой-нибудь команды, теряете ту самую мотивацию и начинаете немножко лениться. Но не позволяй душе лениться, что воду в ступе не толочь, как писал у нас один поэт. Собственно, это, наверное, самое важное. То есть нельзя допускать лень в этом вопросе. Нужно, возможно, потренироваться дней 5-6, денек-два отдохнуть. Причем отдыхать желательно вообще от компьютера, чтобы потом с новыми силами снова начинать. Причем даже если денек-два мало, можно отдохнуть там недельку, к примеру, или даже 2 недели. То есть вообще просто не заходить в Counter-Strike. И поверьте, через 2 недели вы настолько соскучитесь по игре, что, опять же, с новой мотивацией ринетесь в бой. И я уверен, добьетесь довольно-таки серьезных результатов. Но вкратце могу сказать, что в команде 5 человек. У каждого какие-то свои проблемы, школы, институты, родители, девушки и так далее. Поэтому нужно, конечно же, договориться с каждым о примерном времени для тренировок. Причем, если вы команда низкого уровня, то вы можете тренироваться даже, например, в первой половине дня, особенно на каникулах. То есть не вечером, когда у многих там появляется какая-то личная жизнь, а с утра. То есть с утра играете, тренируетесь 5, 6, 7 часов, а потом вечером спокойно гуляете. И, соответственно, вы свое время тем самым, вот так называемый тайм-менеджмент, будете использовать на максимум. Но тренировка-то, естественно, должна состоять из, конечно же, разыгровки на деме, причем это даже может не входить в тренировку. То есть перед тем, как встретиться со своими тиммейтами, вы уже должны разыграться на дес-матчах. То есть уже, скажем так, войти в тонус. Ну а потом, когда вы встретились с тиммейтами, вы должны обсуждать, возможно, последние какие-нибудь события в Counter-Strike, последние турниры. Вы должны вместе, желательно, смотреть демо-записи через Skype, то есть просто поставили демку на паузу, договорились все в скайпе, нажали кнопку play с какого-то раунда, с первого, например, и смотрите все демо-запись. И капитан может обращать внимание того или иного тиммейта на тот или иной момент в демке. Причем можно смотреть как свои демки из каких-то праков, так и демки каких-то проигроков. И, соответственно, анализировать их и подсказывать, опять же, тебе как капитану, например, или тактику нужно своим тиммейтам, что вот смотри, какая позиция, вот ее займи, сыграй как вот этот человек. Дальше, соответственно, можете запускать пустую карту, делать раскидки всевозможные, то есть просто подходить, например, на трейне по точку Б и сделать хорошую качественную раскидку со смоками, или по точку А. И, например, попросить одного человека, который не участвует в этом всем процессе, в раскидке, походить за КТ, перейти за защиту, и, соответственно, посмотреть, какой смог куда летит, какая флешка по таймингу его не слепит, и какая позиция, скажем так, критическая для вашей атаки. То есть, чтобы он со стороны защиты попытался вашу вот эту вот тактику всю нивелировать. Как-то так. Ну и, соответственно, вы тогда улучшаете уже все вместе свою тактику, пытаетесь делать так, чтобы по таймингу все ваши эти смоки, все ваши флешки летели, как можно лучше, и чтобы игроки защиты, условные, не могли ничего сделать с вашей раскидкой. Ну, или если был у них шанс, то он был, совсем маленький. То есть вы понимали, что да, есть там, значит, у нас в тактике один изъян, но вероятность того, что игроки защиты поступят именно так и обнаружат этот изъян, она будет крайне мала, и, соответственно, тактика, скорее всего, сработает.
И еще раз хочу заметить, что спустя несколько дней все это будет очень-очень скучно для вас и для ваших тиммейтов. Но в этот момент нужно наоборот, вот, ну как, знаете, взрослый человек должен сам себе сказать, надо, это надо делать, без этого никак. Потому что если этого не делать, у нас будет, вот как недавно смотрел игру Ашеров против, по-моему, Нави, когда Ашеры раскидывают на Мираже Бэпленд, и при этом ни одной флешки просто не летит на зигзаг. И у Нави и Эдвард, и Сиз вдвоем, и Зига принимают всю эту классную раскидку. Раскидка там вообще замечательная. Куча смоков, кучу гранат, но при этом ни одной флешки стандартной через окошко на Зиг. И в итоге просто выходят люди и погибают. А все почему? Потому что в какой-то момент или забыли, что должны быть флешки, или просто не провели ту работу, которая должна быть. Надеюсь, этот видеовлог вам понравился. Ставьте пальчики вверх. Пока-пока.